Друзья, привет! В этом видео мы посетим с вами самые красивые места в не самом популярном польском городе для туристов – Познане. Забегая наперед, скажу, что тут таки есть чем впечатлиться и куда пойти. Так что наливайте себе чай, готовьтесь к виртуальному путешествию, а мы начинаем. Первое место в нашем списке – это Пальмовый домик. Изначально очередь у входа нас напугала, но в итоге стояли мы в ней недолго и за это время успели поснимать кадры снаружи. Эффективность. Помните, мы пытались с вами попасть в Пальмовый домик в Гданьске, не смогли это сделать, потому что там было закрыто. И сейчас в полной мере мы реабилитируемся, тем более, что в Гданьске был действительно Пальмовый домик, а здесь, в Познане, это Пальмовый домище. Обычный билет сюда стоит 16 злотых, плюс 2 злотых вы платите за то, чтобы сдать одежду в гардероб. Первое впечатление очень приятное, здесь, конечно, интересно, красиво все это изучать, но людей просто тьма. Я никогда не видела столько людей, не знаю, я, может, просто отвыкла от разных достопримечательностей, но здесь просто на каждом шагу люди, снимать, причем трудно, ходить тоже. И небольшая справка. Пальмовый дом в Познане был основан в 1911 году. Он состоит из 9 павильонов с разной растительностью, но кроме этого здесь можно увидеть несколько животных, птиц и рыб. Кстати, о рыбах. В Пальмовом домище находится целый аквариум, где можно зависнуть на минут так 30 точно. Но рыбы, конечно, прикольные были. Да, здесь есть аквариум, можно посмотреть на разных рыбок. Я думала, он будет здесь очень маленький и неинтересный, а оказалось наоборот. Тот редкий момент, когда нет людей, просто вся толпа ушла, и все. Мы тут снимаем с парочкой человечков. Вообще здесь есть много разных залов, они все тематические, есть там тропические, субтропические. Сейчас мы находимся в таком зале кактусов, где я уже увидела одну такую прикольную пальму, идем. Пальму среди кактусов, ну в общем вот, прикольная, большая, какая красивая. Ой, можно даже потрогать. Атмосфера здесь, конечно, очень классная. Просто ощущение, что ты находишься в Хогвартсе, а точнее в оранжерее Хогвартса, и где-то тут должна быть мадам Помфри, которая скажет тебе вырывать корень мандрагоры. Вот я это сказала. Мы сначала так вспомнили, типа, что там было за растение, как оно называлось, какой-то кусок имбиря, корень имбиря. Мы обошли все, что только можно было здесь, и впечатления остались только приятные, поэтому я советую посетить это место всем, особенно если у вас есть дети, это особенно им понравится, 100%. Вот, но и вам тоже. И, кстати, зимой здесь очень хорошо сюда приходить, потому что можно согреться, здесь тепло, на улице холодно и темно. А здесь своя атмосфера. Но лучше, конечно, приходить в будние дни, когда людей не так много. Одно из самых популярных мест в Познане – это Старый Бровар, торговый центр, который в прошлом был пивоварней. История Бровара началась больше 170 лет назад и за все это время пережила немало событий. Да, сначала это была пивоварня, которая успешно процветала. Потом она превратилась в акционерное сообщество, перешла под немецкое управление во время Второй мировой и в итоге сильно разрушилась. Какое-то время после здесь даже производили газированную воду, а следом проводили спектакли. Сейчас Старый Бровар – это современное торговое пространство и настоящий центр культуры и образования, который посещают, на минуточку, 9 миллионов человек за год. 200 магазинов, десятки ресторанов и кафе, 8 кинозалов, музыкальный клуб, исторический парк, куча инсталляций и выставок – все это находится в одном месте и в самом центре Познани. Старый Бровар собрал все возможные награды как для торгового центра,
Но самое яркое из них, которое повергло меня в шок, это то, что этот торговый центр признавали самым лучшим в мире. А вот эти лифты мне очень напоминают камины в Министерстве магии в Гарри Поттере. Да, мы снова к нему возвращаемся. Совпадение? Не думаю. Начинается самая интересная часть торгового центра. Вы можете здесь выйти на улицу, оказывается, прогуляться и просто посмотрите, какая здесь красивая архитектура. Какие красивые кирпичи красные. Вся Познань, весь Познань, это, кстати, он, мужской род, чтобы вы знали. Вся Польша местами мне напоминает Хогвартс. По сути, торговый центр состоит из двух частей, которые находятся на разных уровнях. До этого мы были в первой части, которая находилась внизу. Теперь мы поднялись наверх, зашли в такой переход стеклянный, и дальше идет вторая часть. Подведя итог, Старый Бровар — это классное место, чтобы пошопиться и вкусно поесть, но тратить деньги здесь не обязательно. Можно просто прийти и посмотреть на сам торговый центр, на его архитектуру и инсталляции. Как это сделали мы. Только не приходите голодными, потому что на фудкорте очень вкусно пахнет. Ну а пока мы транспортируемся в следующее место, вы можете подписаться на этот канал, чтобы продолжить путешествовать с нами по городам Польши. Мне уже, честно говоря, не терпится выложить все видео, что мы уже наснимали, но всему свое время, и могу лишь сказать, что дальше интереснее. Минутка саморекламы закончилась, на очереди у нас Площадь Свободы. Площадь Свободы — это историческая площадь в центре города Познань. Сейчас выглянуло солнце, и площадь выглядит по-особенному красивой, но странно то, что сегодня 26 февраля, почти весна, а именно на этой площади остался кусочек Рождества. Мы здесь как-то гуляли вечером, в принципе, по городу, случайно попали на эту площадь и немного удивились ее атмосфере. Поэтому держите пару кадров. Тут до сих пор Рождество! Обалдеть! Посреди площади находится вот такой фонтан. Да, кстати, это фонтан. Выглядит модерново, и, в принципе, задумка сделать такую штуковину была очень классная, как по мне, и это украшает Площадь Свободы. Сейчас площадь выглядит уютно и красиво, но не могу не добавить, что именно здесь произошло Познанское восстание в далеком 1956 -м. Тогда простые рабочие выходили на улицы из-за ухудшения условий жизни и труда. В результате этого восстания погибли десятки людей, а это событие повлекло за собой протесты в других городах и усиление критики советской власти в Польше. Возле Площади Свободы находятся очень красивые улицы. Мы сейчас прогуливаемся по одной из них. Дальше идет Старый город, в который мы с вами пойдем в другом видео. А пока направляемся в Королевский замок, который находится совсем рядом. Королевский замок – это одно из красивейших мест Познани. Он был основан в XIII веке во время правления Пшемысла I и за свою долгую историю перетерпел многое. Сначала он сгорел во время пожара в Познани, потом был разрушен во время вторжения и затем еще не раз разграблен. И только в 2013 году была закончена последняя реконструкция замка. Мне уже нравится это место. Здесь есть такая открытая территория бесплатная, где можно посмотреть на крыши домов. Старый город Познань, он, конечно, невероятно красивый. Здесь тяжело посмотреть, но мы заглянем. Блин, я не думала, что здесь будет так мало пространства. Короче, мы решили начать с верха, так скажем, посмотреть на город, и поднялись на 6-й этаж замка. К слову, у этого места есть одна печальная легенда, связанная с убийством жены Пшемысла II. Говорят, она была задушена в замке по приказу своего же мужа, который не дождался от нее наследников. С тех пор призрак бедной княгини ходит вокруг этого замка. Мы спустились на нижнюю террасу, и здесь намного уютнее, намного тепло.
Тут можно даже намного лучше посмотреть на город, изучить его в деталях, не мерзнув, без ветра. И, кстати, вверху еще пройти очень сложно, потому что 2 человека еле вмещаются. Так, Андрей, все, я остаюсь здесь, возле этой батареи. Она под мой размерчик, под мою цель согреться. Итак, мы обошли все залы, посмотрели на все экспонаты. И что могу сказать? Вообще билет стоит в этот замок 20 злотых. Сюда входит подъем на террасу, с которой можно посмотреть на город. И также вход на выставки, выставочные залы. Здесь есть несколько этажей. И вообще нужно понимать, что суть этого замка, точнее суть этой выставки в том, что здесь нет какой-то общей истории, нет аудиогида. То есть вы должны смотреть сами, читать самостоятельное описание каждого предмета, и также здесь предметы, ну, как по мне, не связаны друг с другом, тут разные тематики, от средних веков до современного искусства, и последнее мне понравилось, честно говоря, больше, чего я не ожидала здесь увидеть. Еще одно красивое место в городе Познань – это парк имени Кароля Марцинковского. Парк назвали в честь знаменитого польского врача и общественного деятеля, который внес большой вклад в науку и медицину Польши. Парк сам по себе небольшой и разделен дорогой. Здесь есть такие 2 части парка. С одной стороны просто зелень и дорожки, с другой пруд и вид на красивое здание, красивую архитектуру. Но тем не менее, даже несмотря на то, что здесь очень-очень слышно машины, здесь все равно уютно, ухоженно и приятно прогуляться. Кстати, на днях был в Познане сильный ветер, и в этом парке как минимум несколько деревьев, к сожалению, упали. Короче, я придумала такую гениальную шутку, теряя подводку к новому месту, и немного расстроилась, что она уже потеряла актуальность. Ну, давайте представим, что она все еще работает. Короче, суть в том, что я хотела сказать, что в Познане от солнца к снегу один шаг, так же как одного замка к другому. В том смысле, что здесь расположены 2 замка очень близко друг к другу. Первый из них это Королевский замок, в котором мы с вами уже были, и второй Императорский замок. И первое, что хочется сказать про этот замок, это то, что он выглядит просто шедеврально, и по визуалу и красоте я бы отнесла его в свой личный топ на 1 место из всех замков Польши, потому что мне нравятся такие цвета, архитектура и то, как детали здесь очень красиво вплетены в фасад здания. А в плане погоды сегодня уже раза 2 пытался идти снег, но он быстро расставал и исчезал. Я даже не успела ничего снять, но было очень красиво, просто поверьте. Сам замок был построен в начале 20 века, то есть совсем недавно, для германского императора Вильгельма II, но и Третий рейх не обошел это здание стороной. В самом начале Второй мировой замок решили переделать в резиденцию Гитлера, который, вероятнее всего, здесь даже не побывал. Сейчас Императорский замок – это один из крупнейших культурных центров во всей Польше. Такое ощущение, что я так говорю про все достопримечательности, но это так. Вдумайтесь, ежегодно в нем проводятся 2500 мероприятий самых разных направлений. Это как 6 мероприятий каждый день. А еще здесь проводятся мастер-классы для детей из Украины и экскурсии на украинском языке. Это очень странно, но кажется, мы зашли бесплатно на территорию, ну то есть в сам замок, мы поднялись на 2-й этаж, и там были открыты двери, не было написано ничего про билеты, вообще никого нету. И мы, короче, зашли, тут такие пустые залы, и дальше идут разные места, где можно послушать информацию с аудиогидом. Я так понимаю, аудиогид нужно взять, ну, купить, вот, но сам вход на территорию бесплатный. Сразу интересная локация. Вот этот лифт был создан специально для того, чтобы им пользовался Гитлер в 1940-х годах. И выглядит он вот так.
Да, в большей мере вы увидите пустые залы и мало что поймете без гида, но все равно это бесплатно и самостоятельное изучение информации никто не запрещал. Поэтому, если что, советую сюда пойти. Возле замка находится университет имени Адама Мицкевича, место, которое мы не могли вам не показать. Этот университет является одним из самых престижных в Польше. Он был основан в 1919 году, то есть ему чуть более 100 лет, и на данный момент здесь обучается более 40 тысяч студентов. Но самое главное, конечно же, не это, не вот эти все факты, а то, что само здание выглядит просто невероятно, и когда я его первый раз увидела, у меня была просто реакция «Вау!». И небольшая справка, Адам Мицкевич, вот, кстати, он, это самый знаменитый польский поэт, который родился вообще в Беларуси, но большую часть жизни прожил в Польше. Его имя можно встретить чуть ли не в каждом городе Польши, в честь него называют улицы, места, памятники. Так что по популярности Адам Мицкевич в Польше – это как Тарас Шевченко в Украине. Вообще, мы с вами находимся на очень красивой площади, и если присмотреться, то можно увидеть много чего интересного. Здесь есть университет, новые красивые дома, старый город, немного видно старые дома, императорский замок и парк Адама Мицкевича. Этот парк мне нравится даже больше. Здесь как-то более зелено, что ли. Летом здесь еще красивее, еще ярче. И работает, кстати, фонтан, который здесь находится. Вот. Ну а сам парк очень маленький, но все равно классно иметь парк возле универа, чтобы можно было там прогуляться. Оперный театр мы вообще не планировали снимать, но почему бы и нет. Он оказался таким милым, красивым, даже с таким серым небом, так что вот. И еще одна интересная достопримечательность Познани – это Брама Познания. Брама Познания или Ворота Познани – это интерактивный центр истории Тумского острова. Если вы любите изучать детально историю мест и городов, куда приезжаете, то можете пойти в этот музей. Что мне нравится в этом здании, так это форма. Музей выглядит в форме такого монолитного куба, и еще создается впечатление, что он держится в воздухе за счет особого проектирования. В этом видео мы обошли с вами самые интересные, красивые достопримечательности Познани, прогулялись по Пальмовому дому, зашли в Старый Бровар, посетили 2 замка, парки и не только. Пишите в комментариях, какое место вам понравилось больше всего. И в целом напомню, что любая ваша активность меня радует и вдохновляет, а мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока!